Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео предлагаю сплести вместе со мной вот такую смешную чудную курочку к Пасхе. Предупреждаю, что идея не моя, нашла ее в интернете, но мне она безумно понравилась. Если вам тоже, то присоединяйтесь, будем плести вместе. Также не забывайте заглядывать в описании под видео, там я оставляю много нужной информации о материалах и о трубочках моих, на какую спицу кручу, чем красила и так далее, и так далее. Также разные ссылки на интересные мастер-классы. И если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, впереди много всего интересного, а если нажмете на колокольчик, то точно ничего не пропустите. Начинаем! И начинаю я плетение этого изделия с круглого дна. По многочисленным запросам я показываю этот процесс более-менее подробно. Здесь я формировала его следующим образом. Сначала я взяла за основу 12 трубочек и разделила их на 4 группы по 3 трубочки. Выложила шахматкой, вот таким образом, как на видео. И первый ряд я оплетала уже группы в 6 трубочек. Далее, со второго ряда я начинаю оплетать группы в 3 трубочки. И затем я после пятого ряда разделяю группы в 3 трубочки по одной. Так, ну вот в принципе я проплела круг нужного мне диаметра. Сейчас я буду прятать рабочие трубочки, потом буду начинать плести немного под другим ракурсом, и трубочки рабочие уже буду добавлять. Итак, прячу я их в принципе как обычно в плетение. Одну прячем и вторую вот за эту стоечку и сюда. Так, все немножечко подправляю, обрезаю рабочие трубочки, кончики которых у нас тут торчат. Подрезаю, прячу. Так. Добавляю новые рабочие трубочки. Для этого я беру трубочку, и вот там, где у нее начало, я немного срезаю где-то сантиметр под небольшим наклоном. Вот что получается. И сейчас я их буду вставлять в плетение. Можно, кстати, даже ПВА немножечко капнуть,
чтобы хорошо все держалось. Я буду плести обычной веревочкой в 2 трубочки. Как я уже сказала, в этой курочке нет ничего сложного. Любой начинающий ее сможет сплести. Ну вот, мы с вами вставили рабочие трубочки. Вот так это все выглядит. Сейчас я немножечко стоечки увлажню, чтобы они у нас были при плетении довольно-таки податливые, когда мы их будем наверх поднимать. И мы с вами будем начинать плести стенки. Ну что ж, начинаем плести стенки. Плетем обычной веревочкой в 2 трубочки. Первый ряд у нас, конечно, сложноват. Технически нужно выдерживать прямоту поднятия стоек. И чтобы у нас все ровно было плелось, и чтобы не было перетяжек. Можно это делать и по форме. В принципе, тоже. Но это уже как вам удобно. Мне, например, первый ряд всегда удобнее без формы плести. А уже потом, возможно, и форму подставлять. Но в этом варианте не знаю. Возможно, буду плести и без формы. Так. Смотрю внимательно, как у меня стенки поднимаются, стоечки поднимаются. Так. Наращиваем. Так, нарастили, плетем дальше. Через какое-то время мы с вами будем наращивать вот эти стоечки. Но сейчас пока я плету такими, они еще не совсем короткие, так что, в принципе, с ними можно еще совладать. Когда они уже будут короче, я уже буду их наращивать. Если у вас трубочки изначально длинные, то вы можете стоечки не наращивать. Я этот процесс вообще в мастер-классах редко показываю, на каком этапе я наращиваю стойки, потому что у всех разное все, у всех разные длины трубочки, и некоторые, например, изменяют какие-то элементы в загибке, поэтому сами уже рассчитывают на то, вот, как им нужно. Просто если вы видите, что у вас стойки становятся короткие, а вам нужно, например, на загибку хотя бы оставить еще 15 сантиметров, ну вот так вы посчитаете, да, значит высота у вас такая, и плюс на загибку еще пойдет, то, конечно, вам нужно это все наращивать. То есть вы должны об этом помнить. Здесь, в принципе, я не делаю никакого перехода, а плету вот спиралькой. То есть здесь у нас идет далее плетение без какого-либо перехода. Сейчас я наращу, включусь и будем плести дальше. Ну вот, нарастила, плетем дальше. Я еще, кстати, грузик сюда добавила, чтобы у меня дно не сильно поднималось с некоторых сторон. Иногда, знаете, плетешь вот с этой стороны, а с этой оно немного поднимается, потому что ты же немножечко эту сторону на себя. Вот чтобы этого не было, я сюда грузик ставлю. Ну, для видео, чтобы все было красивенько, я вместо грузиков использую камушки. Кстати, очень даже удобный вариант. Они очень хорошо держат, такие тяжеленькие. Ну и, знаете, так эстетично смотрится, красиво. Что просто не коробку с лаком сюда поставишь, а просто вот такие симпатичные камушки. Итак, плетем дальше. Ну, так как здесь я плету без формы, поэтому, конечно, я смотрю, как у меня будет располагаться плетение, ряды, как у меня идут, да. То есть я внимательно слежу за тем, чтобы они шли у меня ровненько.
виток к витку. И чтобы у меня стоечки тоже вставали прямо. Конечно, в этом нужна практика, безусловно. Я просто себе в этом году поставила цель научиться плести некоторые, даже многие вещи без формы, и прямоугольные, и треугольные, и круглые. С круглыми, конечно, полегче в этом плане, вот, с прямоугольными посложнее, там углы у нас, надо за ними следить. Ну а здесь все довольно-таки легко. Кто-то меня спрашивал в видео, почему я обрезаю очень много скрутки. Я это делаю потому, что мне так удобно и наращивать, и все-таки скрутка, она видна. И, например, в некоторых местах скрутки у трубочки имеется такой не очень красивый оттеночек, какое-то неравномерное прокрашивание, как на мой взгляд. Вот, ну, мне так, я вот на опыте убедилась, мне так лучше наращивание идет. То есть вот так, оба, и все, и нарастил. Поэтому я сейчас обрезаю почти всю скрутку, и мне это нравится. Так, плетем дальше. Я вас не призываю делать именно то, что я как делаю, да, как я показываю делать. Нет, я просто показываю идею, способ того, как можно сделать. Если пока вы не знаете, как лучше, то можете повторять за мной. Если вы уже знаете какие-то свои способы и понимаете, что лучше, как я, не делать, вот, и у вас есть свой способ, то, конечно, берите его. У каждого свои какие-то способы, секретики, методы. Вот, вот так вот продолжаем плести. Скорее всего, проплетем рядов 10. У нас вот эта корзиночка будет не слишком высокая, я ее не хочу слишком высокую делать. Я уже и так ее большую, в принципе, сделала. Но где-то вот сантиметров 5 высотой она у меня самая то будет. Вы делаете ту длину, ту высоту, которая вам нравится, которая вам удобна. Я сделаю именно так. Итак, сейчас я проплету рядов 10 или 5 сантиметров в высоту, включаюсь и переходим к следующему этапу. Во время того, как я буду плести стенки, я, естественно, трубочки, стоечки наращу, для того, чтобы они у меня к загибке были чуть более длинные, а не короткие. И включаюсь, показываю, что буду делать дальше. Ну вот я уже проплела столько, сколько мне нужно. В общей сложности у меня здесь получилось 11 рядов. Я уже дошла до начала того, где у меня ряд начинается. То есть вот наша начальная стоечка, от которой пошла первая рабочая трубочка. Сейчас я буду здесь как раз рабочие трубочки и прятать. В высоту где-то 6 сантиметров у меня получилось. И вот здесь, вот на этом этапе, где я проплетала 3-й или 4-й ряд, я наращивала стойки. Здесь я все плела без формы. И скажу так, что ничего особенного в этом нет. Единственное, что, конечно, вы должны следить за прямотой ваших стоек. Как они у вас находятся, должны они в вертикальном положении быть. И когда вы делаете витки, то есть плетете ряд, обязательно смотрите, как он будет у вас располагаться по отношению к предыдущему ряду. Это все решает практика. Чем больше вы практикуетесь в этом направлении, тем больше вы начинаете чувствовать ваши трубочки, ваше плетение. Сейчас я заканчиваю ряд, убираю рабочие трубочки. Как я уже сказала, первую убираю вот здесь, вот где начальная стойка. Даже визуально здесь, в принципе, удобно это сделать. Иногда получается, что я убираю не здесь рабочие трубочки, а, например, в том месте, где визуально мне лучше всего это сделать. Ну, бывает такое. Конечно, это исключение бывает, но, тем не менее, все может быть. Значит, одну мы убираем, и вторую рабочую трубочку также убираем. И смотрим, чтобы она непосредственно очень хорошо ложилась на предыдущий плетеный ряд. Еще может быть такое, вы просто обрезаете у рабочей трубочки длину, оставляете кончик и его просовываете
туда, откуда у нас идет стойка. Мне такой вариант тоже более-менее нравится, но он не очень удобен на камеру. Вот, а все-таки я сейчас показываю это все на камеру. Чтобы мне было это удобнее всего делать, я выбираю более-менее такие простые способы. И вот эти рабочие трубочки я сейчас обрезаю под нолик. Так. При обрезании я немножечко их вытягиваю вот туда вот, обрезаю, а потом они просто убираются на место. Вот, например, вытянула немножечко это, и она встала у меня на место. Теперь мне нужно определить, где у меня будет, как бы сказать, сама курочка будет располагаться. Сейчас я это все намечу, включусь. Так, я наметила приблизительно расположение плетения курочки. У меня оно будет от этой стойки до этой сужаться вот таким вот образом. Булавочками отметила. Но сейчас я хочу подумать над загибкой вот этой вот области. И я кое-что, конечно, придумала. У меня есть кое-какая идея. Но посмотрим сейчас, как она будет у нас реализовываться. Для этой идеи мне нужно вставить дополнительную трубочку именно вот к этой вот трубочке, которая у нас пойдет для плетения курочки. Как раз вот она у нас боковая. Я сюда вставляю дополнительную трубочку. Она у меня будет служить как бы стоечкой. Теперь увлажняю все стоечки. Не все, а лишь те, которые будут служить у меня для загибки. То есть вот эти стоечки я не трогаю. Их можно даже вот таким вот образом закрепить прищепкой. Так, вот, а остальные мы сейчас будем с вами применять. Сразу скажу, что это эксперимент. Не знаю, что получится. Если все очень плохо получится, конечно, будем переделывать. Итак, вот эту дополнительную трубочку, которую мы вставляли, я сейчас завожу за... давайте вот за следующую. Вот таким вот образом у нас с вами будет. Еще раз. Значит, здесь у нас идет боковая, от которой будет плестись тельце курочки. Сюда мы добавили дополнительную трубочку. Ее я и завожу за следующую. Немного вот так вот под наклоном. Следующую завожу за следующую. Ну, загибка такая простая, в принципе, она так и начинается просто. В общем-то, тут ничего такого нет. А вот тут, смотрите, немного жестковато идут трубочки. А это значит, что они не полностью у нас увлажнились. Вот я их еще увлажняю, немножечко подожду. Они должны, вот эта влага должна пропитаться до глубины трубочки. Конечно, если у вас трубочки обработаны лак, фен, вода, лак, вода, фен, то пропитываться водичкой они должны чуть подольше. Некоторые даже в саму трубочку воду заливают, чтобы было как бы процесс пошел побыстрее. Так, ну вот. А по поводу загибки, да, у всех она плохо получается, ну не у всех, у некоторых, да, просят всегда подробно. Я, например, вот беру вот эту трубочку и прямо вот большим пальчиком ее укладываю туда, куда нужно. Вот, смотрите, нету никаких заломов. Как я уже говорила, конечно, лучше всего трубочки для этой цели более плотненькие, потому что если они будут менее плотные и легко сминаться, то при загибке они будут мяться, не очень хороший будет вид. Вот таким вот образом. Друг за дружку. Можно даже их немножечко вот так вовне. Так, идем до той, которая у нас помечена булавочкой. Вот тут у нас и наращивание перекрывается. Все хорошо. Вот, дошли до той, которая булавочкой помечена. Я думаю, что как раз таки мы эту и заведем вот за эту. Вот. Вот так у нас получилось. Давайте посмотрим сейчас, что у нас получается, какой вид имеется. Так, вот у нас стоечки, которые стоят.
Мы их с вами вот так пока зажмем прищепкой. Здесь у нас стоечки заведены друг за дружку. А сейчас будет очень веселенько. Мы с вами стоечки будем поворачивать в другую сторону. Еще раз скажу, это эксперимент. Сейчас посмотрим, что у меня получится в конечном итоге. Я беру вот эту вот трубочку, первую, и завожу ее через что можно? Через одну, получается. Подобным образом загибку я делала у котика. Так, сейчас посмотрим, какой вид это все будет иметь. Вот так вот, да. Так, следующая у нас пошла трубочка. Вот таким образом повернули и вывели вот сюда. Для этого отмечаю, где она у нас будет залом иметь. Вот так вот. Вот что у нас получается. То есть я их разворачиваю в обратную сторону и убираю как раз внутрь. Эту трубочку беру. Чтобы она у меня хорошо развернулась, я ее в этом месте немножечко сминаю пальчиком. Сейчас вам поближе сделаю. Вот, я думаю, что видно, да, теперь. Одну пропускаю и перед следующей вот туда ее внутрь завожу. Посмотрим, может это, конечно, не окончательный вариант. Сейчас я все так же сделаю в таком же ракурсе и до конца. И включусь, покажу, что происходит. Может быть, еще будет следующий этап какой-то с загибкой интересный. Но пока вот такая косичка получается. С этим этапом загибки я практически закончила. Здесь у нас остался такой момент. Здесь я последнюю вот эту стоечку прячу сюда. Так. И у нас две вот этих выходят трубочки. И нам здесь нужно красиво закончить. Вот у нас с этой стороны вот такая ситуация. И с этой стороны мы тоже как-нибудь красиво так закончим. Немножечко увлажню. Это, кстати, еще не все. Я подумала, что лучше будет вот эти концы немножечко по-другому их. То есть там я не буду их обрезать, я немножечко по-другому потом сделаю. Итак, эту трубочку я беру. Вот это, скорее всего, у нас будет уже обрезаться. Так, сейчас мы это все. А эту трубочку я помещаю вот сюда. Да, конечно, как всегда, я тут снова намудрю. Но хочется, чтобы все у нас получилось красиво, логично. Да, что с той стороны, что с этой стороны. Вот у нас получилось так. Так, далее ту трубочку, которую мы выводили вот туда вот. Сейчас я поближе вам покажу. Так, вот у нас эта трубочка, которая пошла сюда. Я ее таким вот образом разворачиваю, чтобы хотя бы немножечко было все симметрично так выглядело. И завожу ее сюда вот вовнутрь. Надламываю немножечко. Так. И она у нас прячется вот сюда. Так. Я немножечко водой сбрызгиваю для того, чтобы все это зафиксировалось в одном месте. Так, ну вот что у нас получается. Сейчас камера сфокусируется, да. И последний этап нашей загибки. Вы можете уже на этом остановиться, там трубочки обрезать. Но мне кажется, что интереснее будет еще и следующий провернуть номер. Немного опять я перемудрила с трубочками, начала один вариант, потом я подумала, что лучше всего сделать другой.
Давайте покажу, с чего мы начинаем. Значит, вот у нас две трубочки, которые отсюда торчат. Я их впоследствии обрежу. И сейчас хочу вот эти концы куда-то пристроить. Обрезать их просто так вот с другой стороны, в принципе, можно, но я их хочу убрать вообще. И я каждую такую трубочку завожу теперь внутрь вот сюда вот. Так. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, в принципе, ничего плохого не должно получиться. Единственное, что я эти уже трубочки так намучила, что мне кажется, что они уже будут такие малоподатливые у меня. Так, ну вот. Вот что получается. Фокус не ловит. Ну, в общем, суть в том, что я беру вот эту трубочку, кладу ее прямо сюда, на вот этот виток. Вот он. И прямо сюда внутрь я ее прячу. Вот. Ну, а там я ее уже буду подрезать. Но она у меня будет подрезаться, и пенечка совсем не будет видно, потому что тут, видите, такое расстояние есть, которое очень хорошо это место спрячет. Так, это тоже мы укладываем прямо на этот виток рядом и убираем сюда. Сейчас я все сделаю до конца. Так, вот у нас будет такая косичка. Давайте покажу, как это все будет прятаться. То есть я просто эту трубочку, я ее не натягиваю, я просто так вот под корешок обрезаю. Эту под корешок обрезаю. Вот они, пенечки, прям ложатся под. Все, их даже не видно. Дойду, сейчас пройдусь по всему периметру окружности, вот до этого места, покажу, как буду заканчивать. Так, ну вот загибка почти сделана, сейчас я делаю последние штрихи. То есть здесь у нас две трубочки вот этих, которые находятся, одну я обрезаю. Эту трубочку вот сюда вывожу. Так. На самом деле делаю все, ну, чисто вот по интуиции, как ложатся трубочки. У меня нету логики, что эту трубочку надо обязательно сюда, эту сюда. Вообще нету никакой логики в действиях. Вот, ну вот как-то так получается. Все это, конечно, я обрезаю. И эту тоже обрезаю. Так, немного водичку увлажняю, чтобы все вот так зафиксировалось. А вот эта трубочка, которая у меня здесь выходит, я ее пущу на рабочую трубочку для курочки, для плетения тельца курочки. То есть она у меня пойдет вот отсюда и дальше будет оплетать стойки. Возможно, даже я ее сюда вот выведу как-нибудь. Ну, в общем, как-то так. С загибкой разобрались. Здесь я уже все обрезала. Можно найти пенечки, если вот так все смотреть тщательно. Туда прям внутрь заглядывать, а так вот вообще ничего не видно. Приступаем к плетению тельца курочки.
Заканчиваю курицу. Здесь уже осталось совсем немного. Глазки я сделала. Делала по такому же принципу, как и в первой курочке. Можно посмотреть вот в этом видео. Это салфетки с ПВА. И все это я скатала в шарики, типа папье-маше получилось. Клювик также сделала по принципу, как и в первой курочке. А вот хохолок я сейчас буду делать следующим образом. Я уже вот такой вот пучок ниток собрала вместе. Сейчас камера что-то плохо фокусируется. Приклеила все это вот на такую красивую штучку. И сейчас все это я приклею следующим образом. Вот здесь я трубочки уже обрезала. И вот это все у меня пойдет вот так вот. Вот. Вот как это все пойдет. Сейчас клеем мы все это зафиксируем. Я использую клей Момент гель. Хороший клей, тоже нравится. Вот так вот он выглядит. Но можно и клей Титан использовать. В принципе, тут они очень идентичны по составу и по своим свойствам. Вот так вот приклеиваю. Сейчас покажу, что сзади у нас происходит. Вот сзади вот это все у нас вот так вот закрывает. А спереди будет все выглядеть таким образом. Можно бантик сюда даже такой кокетливый приделать. И все это сейчас на прищепочку. Пусть зафиксируется, подклеится. После того, как приклеились у нас все декоративные элементы, нам с вами остался последний завершающий этап. Это лакировка нашего изделия. Кстати, здесь я изделие не грунтую, так как считаю, что это лишнее. Я просто его лакирую. Для лакировки я использую лак Tex для саун. Он, в принципе, недорогой, очень хорошее соотношение цена и качество. Он наиболее безопасен и наиболее экологичен для тех плетеночек, которые будут использоваться у нас под пищевые какие-то продукты. Например, в эту курицу мы с вами будем класть пасхальные яйца. Поэтому я считаю, что лаки на водной основе очень хорошо для этих целей подходят. Ну и вообще, конечно, они очень хороши, так как они не имеют запаха. Ими можно лакировать в помещениях. Даже есть лаки, которые имеют гипоаллергенную формулу. Но, в принципе, аллергии не наблюдается и даже вот у таких лаков. Например, Tex, лак для саун. Мы ее лакируем сейчас. Очень-очень все тщательно. Лак очень густой. Кто с ним не сталкивался, знаете, что лак очень густой. Поэтому я сначала немного наношу на кисть, совсем чуть-чуть. Тут вот цвет какой-то непонятный. И вот так тщательно распределяю по самой плетеночке. Кисточка у меня с жесткой щетиной. И она мне помогает убирать излишки лака, которые скапливаются между плетением. Чтобы не забивать плетеную основу, вот таким вот образом я сейчас все это пролакирую. Здесь я забыла еще один момент, это крылья нашей курочки, точнее не забыла. Эта курочка у меня будет именно без крыльев. Мне такой вариант больше всего нравится, но если вы хотите сплести к ней крылья, я показывала этот момент, как плести крылья, вот в этом видео. Так что заглядывайте туда, смотрите и плетите с удовольствием. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и я надеюсь, что процесс плетения этой курочки вам пригодился. Обязательно пишите в комментариях о своих успехах, обязательно сплетите пасхальную курочку, это очень увлекательное занятие, и делитесь этим видео с друзьями, вместе творить веселей. Если у вас есть какие-то вопросы, также пишите мне в комментариях, я обязательно на все отвечу и с удовольствием с вами пообщаюсь. Желаю всем легкого плетения, вдохновения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!